Привет, друзья! Сегодня новая история из моей жизни. Приятного просмотра, спасибо за лайки и ваше внимание. Смотрите внимательно. Я обещала, что следующая серия будет самой тяжелой. Это не она, тяжелая, впереди, а это история о том, как заканчиваются хорошие периоды. Не взрывом, не трагедией, иногда, просто звонком в дверь в обычный вторник. Лето 2012-го, Синтра, 4 года с Мигелем. Кафе работало хорошо. У нас была своя жизнь, простая, утомительно нормальная в самом лучшем смысле этих слов. Я научилась думать о завтрашнем дне как о чем-то само собой разумеющемся. Это звучит мелко. Для меня это было огромное дело. В июне пришло письмо из Москвы от Игоря Валентиновича. Я не получала от него вестей 5 лет. С того дня, как он сказал, вопрос закрыт. Письмо было коротким, формальным, на бумаге с печатью адвокатской конторы. Суть – компания, которую Максим оформил на подставное лицо в 90-х, формально все это время существовала. Никто о ней не вспоминал, но теперь налоговая реформа, перепроверка старых юридических лиц, и кто-то должен либо ликвидировать компанию официально, либо она перейдет под арест активов. Активов там не было, но была одна деталь. Игорь Валентинович написал ее отдельно, выделив шрифтом, как бы между прочим, для устранения последствий требовалась личная подпись учредителя. Учредителем, формальным по документам, который Максим оформил в 99-м, была я. Я показала письмо Мигелю, он произнес, пожав плечами, «Подпиши и отправь обратно». Зачем ехать? Я тоже так думала, но в письме была фраза, которую Игорь Валентинович явно вставил не случайно. Учитывая характер документа, рекомендую личное присутствие у нотариуса. Заверение по доверенности может вызвать вопросы у проверяющих органов. Это был не советский юрист, это был сигнал человека, который 10 лет назад сказал мне «они не такие», и оказался прав. Лететь в Москву я не хотела, не из-за страха, просто не хотелось прийти сюда снова, после того, что было в 4-й серии. Игорь Валентинович предложил альтернативу. Он сам прилетит в Европу, встретимся в нейтральном месте, подпишем у нотариуса с международной аккредитацией. Назвал Париж. У него там были и другие дела на той неделе. Я взяла билеты на 3 дня. Мигель остался в Синтре. У него был наплыв туристов. Бросать кафе было нельзя. Это была моя первая самостоятельная поездка за 4 года. Мелочь, но я помню, как застегивала чемодан, и мне было страшно, потому что сначала еду куда-то одна, не потому что бегу, а потому, что у меня есть дело, и я вернулась. Это было непривычное чувство. Париж встретил меня дождем. Конечно, это же Париж. Встреча с Игорем Валентиновичем была назначена на следующий день. В первый вечер я просто гуляла. Отель был в 10-м округе, недалеко от канала Сен-Мартен. Район не туристический, яркий, смешанный. Я зашла в небольшое кафе переждать дождь, выпить кофе. Обычное дело. Я делала это в десятках городов. За соседним столиком сидели 2 мужчин, говорили по-русски тихо, но я сидела близко и внимательно слышала обрывки. Один повыше, спокойный, с прибалтийским акцентом. Другой более молодой, нервный, постоянно проверял телефон. Я не слушала специально, но одна фраза зацепилась. Старший сказал что-то про «груз приходит в четверг», как договаривались с Веной. Вена – место совпадения, Вена – большой город. Груз может быть чем угодно, мебель, аксессуары, что угодно. Я вернулась к окну и забыла об этом через минуту, но зря. На следующий день встреча с Игорем Валентиновичем прошла именно так, как должна была, скучно и официально. Контора нотариуса, документы, загрузки, печать. Игорь Валентинович выглядел старше, очень серьезный, и одиноко держался между 2 окнами. После подписания мы пошли выпить кофе. Он спросил, как я живу. Я рассказала немного про Синтру, про кафе, без подробностей про Мигеля. Он поворачивается, не забывая о вопросах. Старая привычка обоих не лезть глубже необходима. Перед тем, как разойтись, он сказал, что я не забуду никогда, Вера Андреевна. Документ подписан, вопрос закрыт окончательно, теперь уже навсегда. Но позвольте дать вам совет напоследок, не как юрист. Я ждала, вы производите впечатление человека, который умеет не видеть лишнего. Это полезное качество, но иногда другие видят вас первыми.
В данном случае правильное действие – не геройствовать, просто уйти из кадра быстро. Я спросила, это намек на что-то конкретное? Он улыбнулся устало, по-настоящему, нет, просто наблюдение за 20-летней практикой. Хорошего вам полета обратно. Я не придавала этому значения тогда. У меня сохраняется еще один день в Париже. Я решила зайти в то же кафе на канале. Понравился кофе, понравилось место. Те же двое сидели за тем же столиком. Это меня не насторожило. Была пятница. Может, у них там было что-то регулярное. Насторожило другое. Когда я садилась, младший из двоих посмотрел на меня на секунду дольше, чем случайно посмотреть. Не опасно, а узнавающе. Я поняла. Он запомнил меня с позавчера. Запомнил, что я сидела близко. Запомнил, может быть, что я могу услышать. В моей голове сразу же, рефлекторно, без всякой логики, сработала старая система. Та самая, которую я выключила в Синтре на 4 года. Система, которая считает выходные данные, измеряет расстояние, запоминает лицо. Я заказала кофе, выпила его за 15 минут, как обычная туристка, и пошла обычным шагом. На повороте я обернулась, как бы случайно, проверяя дорогу к перекрестку. Младший вышел из кафе следом, не спеша, но озабоченно. Я не побежала, не было причины. Формально ничего не произошло. Мужчина просто вышел из кафе, как и я. Но я свернула не в сторону отеля, а в противоположную сторону к станции метро, многолюдной, с несколькими выходами. Спустилась, смешалась с толпой, вышла на другую станцию, не ту, где предполагалось. Сделала круг по обоим кварталам. Зашла в книжный магазин, стояла у витрины достаточно долго, чтобы увидеть взгляды на улице за спиной. Никого подозрительного, возможно, я все придумала, возможно, мужчина просто нашел дело в той же стороне. Но в голове крутилась фраза Игоря Валентиновича: «Иногда лишнее видит вас первым». Я вернулась в отель другим маршрутом, забрала вещи раньше срока. Отель был оплачен этой ночью, но я решила, что лучше провести ее в аэропорту, чем здесь. Я позвонила в авиакомпанию и поменяла билет на более ранний рейс, на следующее утро, первый рейс в Лиссабон. Ночь провела в Шарль-де-Голле не потому, что была уверена в опасности, а потому, что мое тело, после всего, что было слишком, хорошо помнит, чувство «возможно, ничего». Иногда означает определенно что-то, просто рано. Я вернулась в Синтру, рассказала Мигелю, он выслушал внимательно, без паники, но и без снисхождения. «Ты правильно сделала», — сказал он. «В таких вещах лучше выглядеть параноиком 10 раз, чем быть правым, 1 раз слишком поздно». Месяц спустя я случайно увидела новость. Французская полиция открыла канал контрабанды через Гибралтар. Оружие, небольшие партии, по маршруту через Вену в Северную Европу. Несколько арестов в Париже. В новостях были фотографии, 2 из задержанных, один из них – старший мужчина с прибалтийской внешностью. Я не уверена на 100%, что это был именно тот человек. Лица на фотографиях из полицейских сводок всегда выглядят немного иначе, но я долго смотрела на эту фотографию. И подумала, вот так, наверное, выглядит история, в которую я не попала. Просто потому, что когда-то, давным-давно, на венском складе и на берлинской кухне для посуды я научилась одной вещи. Если что-то в комнате подумалось неправильно, не нужно понимать, что именно. Нужно просто уходить. Эта серия короткая, не потому что что-то малое произошло, а потому что главное, что в ней произошло, это то, что ничего не произошло. Я заметила, я ушла и все. После всех предыдущих историй, после цыгана, после Педро, после выстрелов в Алфаме, этот эпизод кажется почти скучным. Но именно этому я учу себя до сих пор. Не борьба с угрозой должна стать реальностью. Лучшие истории об опасности – это то, что так и не произошло. Игорь Валентинович умер в 2015-м. Я узнала об этом случайно, через ту же самую контору. Сердце во сне остановилось. Ему было 80 лет. Я часто вспоминаю его последний совет. Он дал мне его, неважно, что ему понадобится через 2 дня. А может, он все знал. Люди его профессии иногда придерживаются моделей, которые не могут объяснить. Спасибо, Игорь Валентинович. Где бы вы сейчас не были. Это была 6-я исповедь. Я, Вера Ланская. Следующая серия действительно тяжелая. Та,
которую я обещала. О том, как закончилась Синтра. И о человеке, которого я больше никогда не видела. На этот раз без побегов, без чужих историй, только моя. Подписывайтесь, будет интересно.